Это очень шумная вещь, что ты Ну, обсуждаешь. прям Я половину прям не понимаю сейчас. Скажу еще каких-нибудь провокаций. Давайте Вот, провокацию. значит, ну нет, Ты что, Итак, провокация. Провокация номер один. да. Ну, значит, насчет Баха и Штрауса, тут штука такая, что кажется, некоторые вещи настолько существуют в самой фактуре, что, грубо говоря, вылезает человек из кустов, ни разу ничего не слышал. Ну, что-то он слышал, вообще-то я ничего не слышал. И слышит Баха, и вот он слышит Штрауса. И там вариации. Он слышит Штрауса, и его вдруг пропирает, и он говорит: нет, слушайте, ребята, да, а тут я вообще, конечно, согласен. Да. Вот, то есть на самом деле, если я встретил людей, там, почти самого изрядного дурака, то, что этот изрядный дурак владеет речью, на самом деле такой колоссальный отрыв от всего, что вот речь, просто человеческая речь, она настолько уже содержит в себе там вот всю математику, причем даже и не в потенции, а в значительной степени уже вот актуализованная. Просто налить. Математика вся, в каком-то смысле, базируется на том, что есть речь. Нет, но дело в том, что если мы к слову речь отнесемся серьезно, то я рискну сделать утверждение такое, в общем, что дурак ей владеть не может. Ну, это просто будет не совсем речь, это будет, там, допустим... Да, конечно, наверное, может быть, наоборот. Вот, не знаю, в общем... Правильно, значит, это глубокая истина, если вот, обратно тоже. Значит, принцип дополнительности. Значит так, про танцы я, пожалуй, слегка сказал, хотя мне эта тема очень интересна. А что про танцы? Я про танцы я сказал всего-навсего, что мне бы хотелось, чтобы люди чаще пускались в пляс. Получилось у них что-нибудь? Они взяли и в пляс пустились. Вот, стали хлопать, там, восклицать. Недолго, но так, энергично. И будем ли мы фактуру этих танцев и восклицаний, и хлопаний использовать потом непосредственно как материал для построения чего-нибудь другого, например, каких-нибудь математических Ну, послушайте, но в пределе, по-видимому, вы излагаете теорию происхождения языка, так плюс-минус, нет? Так что вообще... Вам оно, наверное, всегда виднее, я не знаю. Я тоже не знаю. Я сейчас думаю над этим периодически, поэтому это может происходить не произвольно. Да? Вот. Надо Баруля назвать. О, да. Вот. Меня-то просто, на самом деле, кроме музыки, сейчас есть одна для меня сильно более, в каком-то смысле, актуальная тема. Я одержим сейчас идеей научить собак говорить. Вот, поэтому... Женщин научила уже там Ахматова? Женщин, я не знаю, чему она их научила. Я научил женщин говорить, а боже, как замолчать. Ну, это шутка старая, ну, да. Вот и так далее. С собаками. С Ахматовой там смешно, да. Слушай, Женя, а вот если вклиниться, интересно было бы понять, если какая-то... Ну, то есть она точно есть, интересно было бы это исследовать связь между танцами и математикой. Ну, ты знаешь, вот если мы возьмем, смотри, Тём, если мы на одном конце возьмем архитектуру, на другом конце возьмем музыку, и будем говорить, что архитектура, это, конечно, не шутка, это метафора, и сильная метафора насчет того, что архитектура — это музыка в камне. Вот. Или музыка в формах. И там у этой метафоры, это глубокая метафора, там очень много чего, включая идеи прочности там, и так далее. Вот, например, и идеи функциональности всяких. Вот, значит, то танец, он лежит день в середке. Танец — это тоже музыка, это такая совершенно телесная музыка. Я вот здесь сделал бы акцент на слово «телесное». Вот то, опять же, про что ты сказал, связь физкультуры и музыки. Вот я с какого-то такого-то ключа. Йога и математика, танец и математика. Человеческое тело, как какой-то, может быть, конструктор или инструмент, с помощью которого мы можем что-то... Человеческое тело как конструктор. Сейчас сделаю легкое отступление. Вот какое.
это отступление, оно, может быть, вернет нас, а может быть, и уведет. Это отступление о возможностях современных некоторых программ компьютерных вместе с разными современными интерактивными устройствами, типа интерактивных досок или каких-то там планшетов больших, с возможностями этих вещей приобщить меня к геометрии. Есть там замечательный инструмент, который называется Geometric Sketchpad, и на русский перевели как «живая геометрия». Потом вспомянули Перельмана и назвали «живая математика». Уже, кажется, напрасно, потому что там геометрическая совершенно основа. Там такая смешная штука. Ее всегда представляют как программу визуализации. Между тем, эта программа не столько визуализации по ее действию, сколько это программа кинестетизации. То есть я становлюсь этим треугольником, я вступаю с ним в связь физическую. И на самом деле то, что он мне не сопротивляется физически, а только через глаза, это плоховато немножко, но глаза так хорошо уже привыкли, что они понимают, сопротивление, я ее в руке начинаю ощущать. Вот, то есть я хватаюсь за вершину треугольника, вписанного в окружность, для простоты, чтобы не морочиться более сложными примерами, и начинаю ощущать этот прямой угол, вот если он у нас посажен диаметр, я прямо чувствую его в себе. Я не только в числе его вижу, я прямо как бы чувствую, как он устроен. И эти там всякие особые точки треугольников, там все что угодно. Я с этим срастаюсь. И дальше, говорю я, почувствуй себя равновесным в чем здесь сила? А сила в том, что я приложил к объектам математическим офигенно совершенный прибор, но же колоссально освоенный. Очень сильный геометрический прибор, потому что он построен на очень, очень примитивной, в сущности, механике, такой жестко рычажной, мое тело. Но я им очень хорошо владею. И когда я срастаюсь с этой штукой, я как бы становлюсь этим всем. Если попытаться вернуться к танцу и к музыке, мне очень часто не хватало в этих штуках также и некоторой вот такой танцевальной динамики. Я сейчас не знаю, как ее достать, вернее, как достать я понимаю, я не понимаю, как ее потом срастить с постижением все-таки этих формальных... В этих штуках это вы имеете в виду вот эти программы? Я имею в виду, да, вот какие-нибудь интерактивные чертежи, с которыми я таким образом взаимодействую. Мне всегда хотелось строить там человечков танцующих. Вот. И это кажется таким утопиком, но на самом деле в каком-то смысле для меня на каком-то этапе не важно, чем я управляю. Важно, что я создаю что-то управляемое, начинаю про них понимать. Я начинаю понимать, как они себя ведут. Они ведут себя... Ну, то есть происходит примерно то же самое, что происходит при овладении телом. Ну, то есть тело в данном случае уже прозрачный инструмент. Я им овладел, и поэтому здесь происходит посыл и действие, да? И фактически я с помощью мозга овладеваю тем человечком. Я научаюсь им жить, этим человечком. Я включаю музыку и начинаю им танцевать. Танцуя, я многие вещи понимаю просто вот на вылет быстрее. Это вот как то, что вы говорили, Миша, про музыку, которая сокращает колоссально. А вот потанцевавший, я, так сказать, могу на некоторое время отбегать к каким-то вещам, в каком-то смысле более простым, но на самом деле глубоким вот, с точки зрения планиметрической, например. Я начинаю тягать их и не говорю, оказывается, или кажется, вон оно что. Вот. Здесь, конечно, должен вот прямо вот сбоку сидеть настоящий математик. Почему вся эта живая геометрия плоховато работает в школе? А плоховато она работает не только по причине того, что учителя не понимают всего того, что вот я сейчас говорил, и это печаль, потому что они все равно ее используют как программу для построения презентаций. Вот. А еще потому, у меня вообще, простите, тут побочное это самое, у меня такое впечатление, что один из таких вот методологических изъянов в школьной математике, геометрия, по-моему, совершенно катастрофически не должна начинаться так, как она начинается. С аксиом. Причем вот эти, то есть я просто знаю по ученикам, да, ты, Тёма, я так чувствую. Да, я тяжелый вздох. Я по собственному опыту. Они до середины где-то там первого года геометрии вообще не понимают, о чем предмет. Вообще не могут понять, что является предметом этого. Доказательство, аксиом или теорем там, параллельности. Что доказывать?
Причем, ну, вообще, ну ладно, в общем, все понятно. Ну да. Так вот, на чем я... Шутка на чем вот на чем я оборвал. На том, что на самом деле, и эта штука отдельная, она касается скорее школы в целом и того, как должна происходить жизнь. А на самом деле, вот рядышком с этой доской, рядышком с этим чертежом, вокруг которого возится один человек, там несколько человек, каждый на своем месте, там все вместе у доски и так далее, что-то они как-то вот тягают. Рядом с этим сидит математик по правде и говорит: ух ты, ребята, смотрите-ка, что я увидел. И вот у Георгия Борисовича Шабата, дай бог ему здоровья, ему его сейчас надо, вот, у него как раз так обычно бывает устроено, что он сидит рядом, люди понимают, что вот этот дядечка — это математика для них. Они вот тут играют сейчас, и потом раз оказывается, что они в своей детской резвости, иногда слушая его, а вы пробуйте вот так, а иногда просто как попало. Вот это вот пример, который несколько раз, там, один раз мне точно известен, но кажется, их был там в разной степени не один раз, открывает теорему, которой до этого не было. И им, в общем, по кайфу, что они вот как-то в это вот все врубились. Но здесь очень важная фигура — это человек, представляющий собой, очень всерьез представляющий собой культуру. И если этот человек, хотя бы один, оказывается в этом пространстве, то дальше уже, конечно, там музыка, то все, вот все это начинает срастаться в каком-то смысле через него. А если он там не оказывается, то все это разваливается. И некоторая задача игры состоит в том, чтобы при его физическом отсутствии, а при наличии в этой среде просто человека-учителя, который откуда-то возьмется, но почти наверняка в массовом варианте не будет представлять себе все это вот так вот, как можно ли в принципе сделать так, чтобы он незримо присутствовал. Ну, это вопрос общий. Можно ли сделать, чтобы незримо присутствовал Пушкин, несмотря на то, что его втюхивают школьные учителя литературы? Ну, в своих текстах он присутствует. Присутствует он в этом образовательном пространстве, присутствует в своих текстах. Он присутствует в своих текстах, если есть реципиенты. А если их няма, то и привет. Присутствует совсем другой дядечка. Это вот чем-то для меня похоже на вот историю с Бахом, которого полезно слушать. Вот я не знаю, если я его буду слушать, я не уверен, что мне это поможет. Нет, но я же не говорю, вот опять слово «полезно» это... Ну, я очень утилитарно. Но если мы все-таки говорим про музыку, как ускоритель такого сознания, ну там, физико-математического, то у меня ощущение, что может быть, кто-то должен этому как-то научить. Нет, ну, Тём, или должен быть какой-то путь, который... На мой взгляд, ответ довольно простой. Значит, люди действительно очень по-разному устроены, в смысле, вот что ложится в основу их, вот, так сказать, гносеологии. Для тех, кто устроен подходящим образом. Вот, значит, но, собственно, образование должно, ведь, на мой взгляд, в колоссальной степени его роль не заключается в том, чтобы сообщить тебе этот способ, с тем, чтобы дать, собственно говоря, вот, выбор. Значит, в этом смысле, на самом деле, вот отсутствие, например, той самой связи, которую сегодняшний разговор пытается как-то там нащупать, в образовательном процессе, может быть, действительно можно считать некоторым скрытием серьезной возможности. Потому что вообще музыки, которая в центре все-таки Жениного рисунка, значит, ее в образовании мало. Именно вот в смысле инструмента познания. Даже самого вот просто, ну, в конце концов, ну, то есть я говорю, вот уроки музыки и та музыка, о которой мы говорим, не имеет ничего общего вообще. Ну, за, может, какими-то исключениями, конечно, есть учителя, понятно, всегда. Вот, но как инструмент... То есть хотя бы 45 минут в неделю, если бы дети в школьной программе слушали. Вот я не знаю, да, но причем это должно быть, по всей видимости, опять же, вот как-то осмысленно сопряжено с и эстетическим, значит, каким-то там, ну, так сказать, узнаванием мира, потому что
Да даже вот в хороших школах, ну что скрывать. Вот, например, Лига, да? Там фантастически фундаментальный курс, вот там панорама истории культуры. Но она для них невероятно вся цветная, невероятно словесная и абсолютно немая. Потому что там просто, Бибчук, он, грубо говоря, считает, что музыка это что-то такое, под что хорошо делает физкультуру. Вот. А так, в общем, они просто совершенно категорически от этого далеки, всегда же роль личности в истории. И все. И в общем, и история немая совершенно, и при всей, так сказать, при всем, так сказать, богатстве того, что они там пытаются предложить, вот этот вот момент, он, пожалуй, что так провисает. Музыки никак. Да, но и это в школе, которая сильно возвышается на Вот, да. Ну, то есть, это, в общем, действительно, этого нет совсем. При том, что это может оказаться, с одной стороны, это колоссальный, действительно, очень быстрый инструмент сознания, с другой стороны, он растет из самых, вот и правда, хтонических вещей совершенно, вот, почти тела. Саша Шадрин, который все время требовал от всех с маниакальным упорством, чтобы они хлопали там в такт будильником, вот, значит, он говорил такие замечательные слова, как же непонятно. Все, говорит, поют, все поют, атомы в молекуле, они же поют. То есть там вот это вот, грубо говоря, вот эта вот математическая музыка, Сфер. Нет, сейчас я не про сфер, другая история. Музыка кратностей. Она и есть. Да, просто для вот этих сфер это, здесь вот понятно, раз, два, три, четыре, раз, два, три, 12, понеслась, работает. А 13 не работает. Вот. Хотя у каких-нибудь там китайцев, может, работает. Вот, ну да. И здесь есть действительно такая мощная вещь, как ощущение так сопричастности к Творцу, оно удивительное. И с ним, не знаю, с ним его непонятно, как его транслировать и тиражировать массово, потому что всякие попытки, так сказать, приобщения людей к Творцу массово, вот. Известно, что это работает, например, я считаю, что как раз то, что наиболее близко к кратностям, всякие числовые дела, я бы в школьную программу, если бы я ее составлял, вводил бы с куда большей щедростью и даже, может быть, не жалел бы усилий на то, чтобы сообщить какие-то вещи, которые трудно, в общем, аналитически, так сказать. Один пример. Да, господи, да всякие рамануджановские соотношения какие-нибудь, понимаете? Я, например, знаю случаи, когда человек вот совершенно не мог почувствовать математику, ну вот никак. И вот когда начинались вот эти вот дела там про всякие пи, е, вот как они там друг с другом почему-то вот так вот сцеплены все время и так далее, пошли вот эти вот всякие там сначала, понятно, там Эйлер, Муавр и прочее, а потом уже всякие рамануджановские формулы, вот тут вот он начинал понимать, что это, оказывается, действительно нифига себе, типа. Я просто считаю, что это, опять же, для кого-то это будет не более чем непонятно вообще, что такое. Но кому-то это может очень здорово открыть какой-то мир. Ну, то есть человек, он может понять какую-то из этих формул, или просто сам факт наличия, не знаю, Ты понимаешь, что значит понять? Я не очень понимаю, что такое понять. В данном случае, скорее, может быть, почувствовать. В той же мере, как человек понимает доказательства. Вот есть люди, которые там, для них написано, там, не знаю, доказательства признака равенства треугольников. Одни люди его понимают, и для них это становится практическая материя. Другие, они могут его выучить наизусть и даже рассказать, но перепутав в нем буквы, они не поймут, что они ошиблись. И люди, про которых ты говоришь, что они видят, видя эти формы.
Я думаю, что они просто глубже, прости, пожалуйста, понимают, чувствуют, вернее, математику. Потому что математика все-таки не в доказательствах. Доказательство – это некий следующий этап. В конце концов, ну, я, может быть, тут как бы излагаю одну из возможных точек зрения. Я не скрою, например, что мне близка, причем чем дальше, тем больше, довольно провокационная, по сути, точка зрения вот покойного Арнольда, о, в общем-то, экспериментальном характере науки математики. Что, в общем. И он, честно сказать, ведь, по сути дела, пытался такую диверсию совершить против... Ну, доказательства я не имею в виду все-таки. Против вот такое примата прям... доказательства вообще вот, настолько давлеющего. Надо сказать, что Георгий Борисович, мной упомянутый, его кружок и какие-то вот спецкурсы, они ровно так называются, экспериментальная математика. Ну да, ну сейчас... Ну, просто я думаю, что это... ну, как бы, уж если мы говорим на самых... Ладно, не доказательства, но просто, ну, как бы, понимание того, что это правда, понимание того, что здесь написано. Тем, на самом деле, вот это, может быть, нам надо с тобой договориться о терминах и так далее. Просто мне кажется, что ты говоришь о способности воспроизвести просто некоторую логику. И, честно говоря, видимо, не более того. Да, понимание... Нет, ну, я просто пытаюсь уточнить, про кого ты говоришь, про людей, которые, ну, то есть на каких-то этапах там, изучая математику, довольно много народу, понимали, довольно много народу, у что... которых примат доказательства этот скорее отталкивает от математики. Могут ли они воспринять какие-то да, более высокие материи? я думаю, что ну вот у меня есть ученица до сих пор, вот сейчас она уже в 11 классе, очень странный персонаж. Это вот просто зримая иллюстрация, но, конечно, она некоторая там, ну, может даже сингулярность почти что. Потому что я, правда, до сих пор не понимаю. У нее есть какие-то вещи совершенно, то есть, ну, например, там она может решить задачу, которую с трудом решают очень сильные дети, и даже не понимает, о чем в ней сложно. При этом, например, объяснить ей, убедить ее в том, что единица разделить на 1 миллион, это будет миллион, по-моему, в общем, она из уважения ко мне все-таки сдалась уже, но так и не поверила до конца. Вот. Но она из тех, кто никогда в жизни не сможет до конца воспроизвести логику доказательств. При этом она так... Если вдруг ты помнишь, какую задачу она вот решила? Ты знаешь, она совершенно спокойно решает всякие там С6 вот эти вот из ЕГЭ. Спокойно. Ах, вот как. Совершенно просто. Я не все знаю, решаю. кто такие совершенно. Ну вот это Последняя задача. всякие Нет, числовые я понял, как раз дела там, часто. как Это вот какие-нибудь там вот, ну не знаю, количество делителей там каких-нибудь, я не знаю, на сколько нулей кончается число, там что-нибудь, я не знаю, 299 в степени 2384, что-нибудь вот такие вот дела. Вот, совершенно на раз просто. Для нее это вообще не проблема. И какие-нибудь, вот, при этом я говорю, ну, то есть просто там, опять же, если говорить ЕГЭ, для нее почти вся часть это вообще просто, понимаешь? Не, ну я понимаю, что таких, конечно, немного. Я вполне знаю детей, которые с легкостью говорят ответ, не заглядывая в конец учебника, и понятия не имеют, что с ними было. Ну, это... Для меня это очень зависит от того, все-таки, о какой задаче мы говорим. Если там я тоже. Надо, давайте, чем у да, Васи. давайте как бы не будем преувеличивать. Экстаз вещь прекрасная, но как бы там, где без него не обойтись. Я бы считал, что там, где можно как бы спокойно, лучше... Я совсем не говорю, что это там, например, хорошо или плохо. Я просто констатирую. Есть. Вот правильно. И я просто считаю, что ну как бы мы все-таки говорим о вещах, как бы, ну, так сказать, вы же сами сказали, идеально. Как говорил один мальчик, который в этом участвовал, наверное, что дяденька совсем. И он такой был простодушный, даже, я бы сказал, отчасти на физическом уровне. То есть он такой, то, что определили бы во многих случаях как дурачок, он ходил и рассуждал о каких-то нравственных коллизиях, случившихся с его там знакомыми, и говорил, нет, так нельзя делать, я это вижу, так нельзя.
Он не мог ничего объяснить. Он говорит, я вижу, так нельзя. Вот. У него не было резонов, потому что так написано в Библии, хотя он чтил эту книгу. У него не было резонов, что у него есть какой-нибудь там. Я вижу просто. Вот так примерно то же самое происходит в некоторых случаях вот с этими задачками. Говоришь человеку, он говорит ответ. А почему? Что, какое почему вообще? Вот оно. Ну, да. В общем, я бы сказал, что нельзя считать это окончательным, так сказать, этапом. Вот. Все-таки математика должна в том числе приучать, видимо, и к аналитическому. Но как какой-то отправной момент вот, для многих людей это работает, безусловно, совершенно. И опять же, вот здесь я думаю, что вот этот стык, так сказать, с музыкой, действительно, поскольку у музыки есть какое-то свойство, которое очень трудно тоже аналитически сформулировать. Она вот эту самую вот пресловутую гёделевскую, значит, вот эту вот неполноту, она как-то, в общем, более чем что-либо, может быть, только вот с поэзией это можно сравнить. Она ее действительно вот, ну, не то что компенсирует, но, по крайней мере, вот как-то скорее даже она ее в полной мере вот демонстрирует. И таким образом дает вот возможность, так сказать, осмотреть в целом. То есть это наиболее такой голографический, что ли. Это вот все-таки интегральная сумма, а не просто. Вернее, интеграл, а не просто сумма, да? Вот что такое музыка. Она вот делает дискретное непрерывно, что ли, так. Вот, ну, я говорю, потому что, то есть, именно потому, что она не зависит ни от какого вот условного языка. То есть она преодолевает, ведь дело в том, что все-таки у всего, что привязано к языку, есть вот эта вот проблема некоторой, ну, в общем, мысли изреченной есть ложь. Мысли изреченные есть ложь, это тот же самый Гёдель, сконцентрированный просто в полноте. Совершенно верно. Вот я и говорю, что музыка... А музыка? Она от этого насколько избавлена? Ну, в общем, да, потому что это не мысль изреченная. Это уже какой-то... Вот поэзия, что она делает? Почему, как Мандельштам говорил, знакомство слов? Вот каким образом, причем ты чувствуешь, вот эти слова не могли не быть рядом. Почему? Там же нет даже никакого семантического этому оправдания, как правило. То есть оно возникает уже наоборот, когда ты на это дело смотришь, а не как следствие некоторой семантики. Вот с музыкой то же самое. Она, я бы сказал так, дело в том, что она строится совершенно не по этим законам. Музыка ни про что. Даже, ну, понятно, что есть музыка там, вполне себе прикладная, но так как бы все равно вот в идеале она строится на совершенно других основаниях, которые как бы заведомо уже куда более ускоренный такой процесс. Это вот именно уже интеграл сразу. Вот. Поэтому, в общем, если мы говорим вот в таком аспекте, вот, так сказать, как это может работать, вот поэтому и работает. Ух, ребят, сейчас отдельно расскажу. Значит, тут я увидел капусту. Совершенно невероятно. Я вам ее сейчас покажу. Я охренел, потому что я увидел ее на самом деле. То есть я пришел в магазин перед Новым годом, я ее не купил, но если бы я купил, она уже давно испортилась, а готовить я бы ее, наверное, не стал, потому что вряд ли она отличается по вкусу от обычной цветной капусты. Вот. Я ее сейчас просто... Потом Чистый мозг. Удивительное, что я эту капусту потом сумел в интернете найти, я к интернету проникся просто дополнительно еще. Я искал буквально, ну не знаю, минут 15. Я просто пошел по капустам, потому что был я. Вот. А как она называлась в магазине? Я забыл, как она называлась в магазине. Я вообще про нее тут же забыл. Это часто бывает при побыте мнения. Я ее не купил, потому что пока я шел по этому магазину, я забыл про нее начисто. Потом я вдруг вспомнил, я что-то видел, я вообще такое видел. Вот. И сейчас я напишу капуста романеско или романеско. Это
синонимы. Тут есть и рецепты мы смотреть не будем. А сейчас мы посмотрим еще картинки. Сейчас, дети. Картинки. Вот просто подойдите. Смотрите. Ух ты, да. Это типа цветная капуста. Да. Просто цветная капуста. Но она вот такая. Это, что называется, вот, Василия Блаженного в полноте. Да. Это фрактал. Да. Причем понятно, что ее степень ее фрактальности не выше и не ниже, чем фрактальность обычной цветной капусты. Но благодаря вот этому. Ничего себе. И вот такая и была. Вот да, вот она вот такая и была. И не купили. Забыл вообще. Знаешь, через 5 секунд забыл про нее совсем. Вот. И потом я подумал, ну что, я тебя в суп что ли брошу? Да, кстати, это же вообще. Вот. Не, понятно, что когда она на всех огородах растет, ты уже к ней привык, потому что, надо сказать, что обычная цветная капуста, это как бы тоже фрактал. Просто, но это она как бы дополнительно рифмуется с очень многими архитектурными идеями для нас. И логарифмическая природа здесь сильно виднее, чем в этой самой. Вот. И вот она вот через нее связывается очень многое. Да, вот в наших сегодняшних разговорах многое связывается через эту капусту. Кстати, вот вообще, да что себе природа? Я прошлым летом, значит, по Каталонии лазил. И вот я там очень хорошо понял, откуда Гауди, какая фантазия. Там на тебя на голову шишка сваливается. И это совершеннейшее, это Гауди абсолютно отдыхает просто. Это шедевр Гауди на тебя сваливается. Просто. Да, конечно. Я уже не говорю про... Да, абсолютно. Любая, там, горы там, и так далее, и так далее. Так что да. Вот. И там дальше, если мы рванем в сторону биологии, через все вот эти вот, через какие-то эти вещи, то как бы дальше на самом деле от темперированного ряда, мы, конечно, к фракталам очень прям сразу, прям сразу переходим и там, начиная вот с какой-нибудь улитки, где просто логарифм, да. И дальше через вот эти штуки, где хотя и логарифм, но тут есть некоторые кратности. Там кратностей никаких нет, потому что они все там потерялись в непрерывности. А здесь они, оба. Ну да, это, да, конечно. Вот. Знаете, при всем при этом, я признаюсь, что, значит, я не очень знаю, как относиться к такого рода разговорам. Потому что, значит, с одной стороны, в общем, безусловно, что-то такое явно есть. И мы, в общем, ну там чего-то такое, значит, знаем, чтобы это смочь нащупать, почувствовать, немножко хуже, но сформулировать даже. А при этом степень, в общем, вот какой-то ответственности в этих формулировках, она меня настораживает. Это, в общем, очень часто бывает. Мы на самом деле все-таки занимаемся, конечно, ну, скажем так, спекуляциями. И если, в общем, по-настоящему на это дело посмотреть, то главное чувство, которое при этом присутствует, это вот именно удовлетворение от того, как много мы всего... Ну, я не хочу сказать, что удовлетворение того, какие мы умные, как мы это все еще хорошо говорим, но как много мы всего... Что-то вроде этого, да. Как много мы всего смогли, значит, нащупать и так далее, и так далее. Это как бы здорово, но просто... Ну, в общем, я просто... Чем дальше, тем больше знаю, что с природой надо как-то немножко еще градус ответственности, в общем, повысить. Ну, я, короче говоря, не знаю. Да, это есть, но чего из этого всего следует? В частности, вот, например, вот, ну, скажем, ну вот, условно говоря, возможный доклад на там, конференции на тему музыка и математика. Но есть, конечно, некоторые практические предложения, которые могут родиться из того, что даже вот мы сегодня говорили там. Ну, в общем, просто-напросто повышение роли музыки, может быть, в том числе и вот с точки зрения ее вот именно не обслуживающей, а именно вот связи такой, когнитивной связи с естественными науками. Ну, да.
Это, наверное, даже можно оформить в качестве какого-то просто предложения. Вот. Но, в общем, вот просто как бы до какой сути мы при этом можем договориться, я не очень знаю, честно сказать. Любой разговор, почти любой, он представляет собой, извиняюсь опять-таки за метафору, он представляет собой некоторый лессировочный слой. Какой? Лессировочный. Ну, в живописи, вот масляной последних, опять-таки, столетий, появилась эта вот живопись, которая, собственно, подвела нас в значительной степени к ощущению, что фотография возможна. Потом была фотография. Когда мы можем практически идеально передать оптическую фактуру увиденного, и делается это за счет полупрозрачных масляных слоев, которые наносятся постепенно один за другим, и возникает некоторая глубина картинки. Мы, говоря, захватываем многое, и многое уходит, так сказать, в гумус. Вот оно уходит, и дальше остаются какие-то... Причем, если мы сейчас попробуем сделать какой-нибудь вывод очень конкретный, то этот вывод не факт, что нам чем-то поможет. Если мы испытаем комплекс по поводу чувства самодовольства, возникшего в результате разговора, то это нам неизвестно, поможет или помешает. Не помешает. Вообще неизвестно. Вот. Я бы не переживал на эту тему. Да. Вот. С другой стороны, я в самом начале сформулировал довольно конкретные вещи. Я говорю, надо постараться нарисовать максимальное количество этих линий туда и обратно. Самых разных. Но потом нам надо вообразить людей, которые живут в среде, для которой значительная часть всего этого актуальна, и постараться придумать какие-то совершенно практические истории. Когда я говорю, что надо плясать и петь в конце каждого урока, я имею в виду не только это самое эмоционально-физиологическую разрядку в завершении, так сказать, дела, такое, вот, сколько, ну, вернее, не только это, но также и то, что у нас должно, вот, сейчас отступлю на минуточку и запишу, чтобы не забыть, значит, Рома наш Соловьев, у него есть замечательная идея о построении образовательных метафор. Что когда мы строим, что если мы строим метафоры, то мы сильно глубже и серьезнее приближаемся к смыслам, и он там эту идею развивает всячески, как всегда, иногда он ее развивает, как мне кажется, немножко однобоко, как мне кажется. Вот. С другой стороны, он офигенный молодец, что он просто это двигает эту идею, жмет на нее. Вот. Я помню, Соловьева я помню, как распущено. Вот. Значит, значит, я ему на это говорю, что все клево, но самое главное здесь это научить, самое главное, так это делается. Самое главное это научить человека цеплять эти метафоры, порождать эти метафоры, вживаться в эти метафоры, как-то через эти метафоры как бы прорываться дальше. Здесь я сделаю небольшое отклонение. И узнавать в этих метафорах действительно. Да, узнавать. Метафоры, собственно. Да. Значит, дальше. Возьмем отступление, возьмем предмет истории. Чем сложен предмет истории для современной школы? Не только в силу политизации, а вот в силу чего? В силу того, что материал, с которым мы имеем дело, он далек от непосредственных отношений наших. То есть политику верхнюю человек еще не ощущает как историю. Происходящее с ним сегодня и сейчас он не воспринимает как историю, поэтому эта наука для него как бы ни о чем, в каком-то смысле. Это истории и сказки. Вот. При этом кажется не очень сложно, на самом деле очень сложно, выстроить такую метафорическую платформу, причем здесь метафоры будут очень жесткими, потому что они будут почти что и не метафорами, а они будут просто
просто модельками, даже не модельками, а как сказать, они будут такими проекциями. То есть, вот мы здесь живем сейчас, вот Вася подлец, а Петя хочет власти. А директор, ну так, я очень огрубляю сейчас. Вот, но если мы Это не те метафоры, на самом деле. Я здесь понимаю. Вот. Но тут история вот какая. Если у нас с учениками нету общего слоя понятий, идей, метафор. То есть метафоры строятся из общих понятий, из общих образов. Если мы все знаем, если мы все видели, как устроена канализация, то мы можем сделать метафору канализацию как метафору, использовать, но очень грубо говоря, для выводящей системы там, организма. Вот. Если мы ничего не слышали про канализацию, это значит, что нам нужна канализация, мы должны разобраться, мы должны увидеть ее, мы должны как бы в нее врубиться. И в этом смысле, когда я говорю про музыку, если у нас есть много музыки, разной, по-разному устроены, но в которой мы вживались, чувствовали, в которой мы были, то у нас есть очень хороший материал для того, чтобы потом можно было говорить, думать и чувствовать на очень разные темы, без чего мы оказываемся, ну как бы вот без этой подложки. То есть это просто один из посылов. Очень хороший такой. Вот, что из музыки. Здесь, конечно, да, в качестве метафоры может быть все что угодно. Тут ведь вопрос именно насколько это. На самом деле я про это много думал, и, в общем, мне очень близко вот это вот именно ощущение метафоричности даже самого прямо материала. Я-то вообще говоря считаю, что изложить метафорой возможно и даже, скорее всего, так скажем так, необходимо то, что само по себе метафорично. Ну, то есть, вот я понимаю под метафоричностью то, как, например, Манин понимает вот в своей этой книжке «Математика как метафора». Почему математика метафора? Вот ее метафорически можно излагать. Я, скажем, думаю, что историю нельзя метафорически по-настоящему изложить по очень простой причине. В ней нет метафор в самой истории. Там есть нечто другое. Это никакие не метафоры. Это что-то. И больше того, тут уже можно, но это опять же, не знаю, какое отношение имеет к музыке, но я думаю, что метафорически можно изложить то, что является действительно наукой вот в понимании, ну скажем так, например, удовлетворяет попперовским критериям. Критерий фальсифицируемости, да? Поскольку история не удовлетворяет ему категорически совершенно, то в общем вот как бы к ней все эти механизмы никак не приложимы. Ну, в общем, а с другой стороны, для настоящей науки это действительно очень, очень эффективный способ. И опять же, музыка как вот что-то такое работающее, похожее на метафору, да. Мы как-то, видимо, чувствуем это. Насколько можно к музыке применить вот эти рассуждения? Абсолютно, один в один. Нет, ну к музыке, это как это значит? Нет, музыка... Фальсифицируемость музыки это значит, нечто имеющее смысл, по-моему. Но музыка как метафора, как метафорический ряд для настоящей науки, которая, вот, соответственно, удовлетворяет всем этим глубоким критериям, вот это да, это по всей видимости. Значит, идея, собственно говоря, отдельная от которую я тут вокруг этого темперированного ряда, она меня очень сильно в какой-то момент зацепила, просто посреди некого пространства я перемещался физически в достаточно большом пространстве, и в связи с этим меня поразила мысль о масштабах мира и о его масштабируемости. Я понял, что мысль о масштабируемости, она абсолютно рифмуется с темперированным рядом, потому что он весь как бы о масштабируемости. Вот можем здесь, а можем здесь. Вот. И меня поразила мысль, что мир, вообще говоря, по большому счету он не масштабируем. Но мы попали в масштабируемую область. И то, что мы попали в масштабируемую область, в ней произошли, это
так сказать, с одной стороны, с одного боку у нас тянет в сторону антропного принципа, например, а с другого боку, не знаю. С другого боку возникает такая странная идея. Нам досталось вот это. И мы выдумываем в каком-то смысле нечто похожее. Но, то есть, у меня возникает ощущение, что мир, который окружает нас, что он в каком-то смысле выдуман и как-то построен. Вот он построен. То есть он нам, грубо говоря, выдан. Что мы можем с точки зрения научного инструментария сказать по поводу поставленной вами проблемы? По-любому наука, по всей видимости, все равно будет заставлять нас из нашего масштабируемого мира, так сказать, познавать все остальное. Если мы сможем с помощью наших развивающихся инструментариев допознаваться до немасштабируемой окрестности, это все равно будет из нашей. У нас никакого другого способа нет. И тогда это может быть ответственное суждение. И тогда, между прочим, нужно, чтобы в нашей масштабируемой области мы каким-то образом могли делать верифицируемые суждения про тут есть такая окрестность. штука, которую я себе отчасти замыслил в качестве, которую я часто использую. Она где-то есть, даже у меня может быть в виде картинки на этом экране. Она вот какая. Это мы берем видеокамеру и направляем ее на экран, на который проецируется, собственно, изображение, генерируемое этой камерой. Мы видим анфиладу, если у нас коэффициент меньше единицы. Если у нас коэффициент больше единицы, мы видим разнос, так же, как мы слышим самовозбуждение. То есть мы можем до какого-то момента это будет реверберация, а потом это будет разнос. Вот. То есть если следующий звук громче предыдущего, то это будет разнос, если следующий тише предыдущего. И даже, я бы сказал, если сумма этой прогрессии тише, чем исходный звук, то будет все нормально, и мы услышим. А если то... вот возьмем хороший случай, удобный в данном случае для нас, и увидим эту анфиладу. Потом мы подходим к этой анфиладе, поскольку есть задержка небольшая, то мы в этой анфиладе подбрасываем мячик или пушинку, и видим, как она так волной улетает туда куда-то. И задаем публике вопрос. Она улетает куда? В прошлое или в будущее? После некоторых размышлений, особенно если на видеокамере есть счетчик времени, который виден в кадре, хорошо видно, что она улетает, в общем, на самом деле, в прошлое. Что чем дальше она там, тем меньше там показаний счетчика. Вот. Хорошо, согласились. Потом заходим в этот кадр и рисуем окружность. Вернее, сначала просто ставим точечку. Видим, что образы этих точек уходят туда, куда-то, сходу. Отлично. Берем, соединяем две соседние точки, проводится линия. Берем, стираем эту штуку, рисуем окружность. Видим концентрические окружности. После некоторого размышления, или уже квазиразмышления, если мы выступаем, соединяем точку, но не так, а так. Получаем логарифмическую спираль. Вернее, как сказать, она... Если мы не очень аккуратно это сделали, почти наверняка, то она, это, конечно, не совсем честная логарифмическая спираль. Я тоже думаю, что... хотя по каждому из срезов это точно геометрическая прогрессия. Да, это геометрическая прогрессия. Вот. Но если мы чуть-чуть ее подравним, мы получаем ничего такого, логарифмическую спираль за счет одного единственного витка. Но следующие дальше витки, они все слабее и слабее. Кроме того, в ходе разговора с людьми мы выясняем, что все понимают, что у этого есть предел, и предел этот состоит в дискретности наших воспроизводящих и принимающих систем. И это значит, что на самом деле мы видим не бесконечность, мыслим о бесконечности, когда видим, конечно, не бесконечность, а там максимум 20 от 20. Следующий предел это еще дискретность пространства. Нет, дискретность пространства это уже метафора этой штуки состоит в том, что дальше дискретность пространства. Да. Вот дальше происходит следующее. Дальше, видя, что
все последующие витки все жиже и жиже, я беру и начинаю обводить следующий виток. И следующий виток, и следующий виток. И вот тут наступает когнитивный, не сказать диссонанс, а такое потрясение. И потрясение стоит в том, что при всем том, что мы говорили, и хорошо понимаем это, что все это улетает в прошлое, чем дальше туда, тем раньше оно было. Но мы видим в этот момент, я вижу, как впереди меня бежит мужик и обводит там, где меня еще не было. Ну. Вот. От этого крыша вздрагивает. Я понимаю природу, это все в порядке. Ну да. Вот. Но я вижу, как впереди бежит мужик и обводит там, где меня еще не было. Это показывает мне кулак. Вот. Значит, ну да. Слушайте, ну да. Но как бы при этом время все равно продолжает идти вперед. Никаких сомнений. Да. Что, в общем-то, решает все вопросы. Никаких сомнений. Нет, вот как-то для меня не все. Именно потому, что я, ну, как бы сказать, тут вот, сейчас скажу. Я понимаю, что то, что я увидел, легко объяснимо, и я могу это легко словами объяснить, как это происходит и так далее. Но при этом я получил образ, противоречащий этому изначальному образ. И наличие этого образа в моем интеллектуальном поле всегда будет создавать некоторую тягу, и я хорошо понимаю, чисто по индукции, понимаю, как много случаев, когда интеллектуальная тяга, создаваемая таким образом, порождает, извиняюсь за выражение, черти что. Ну или наоборот, бог знает что. Вот. И в этом смысле эта игрушка, она для меня очень метафорична. И особенно она может оказаться метафоричной, если я совершенно параллельно, если у меня будет две ручечки, и одна из ручечек будет регулировать задержку на этом видео, а другая ручка будет регулировать задержку на реверберации. И я постараюсь, совместив их, обнаружить это самое. Тут очень интересные вещи возникают, когда при реверберации я начинаю хлопать, и понимаю, что я могу хлопать в такт со следующим шагом, и здесь я во все эти фуги, на самом деле, вот так вот втыкаюсь. Ну, вообще, да, то, что вы говорите, это, конечно, да. Тут ведь это уже не просто метафора, а вы как бы создаете некоторое такое квазипространство, в котором вы можете обнаружить какие-то закономерности, которые потом обратно просто перебрасывают. Квази, оно или не квази, это вопрос терминологии. Не, но я имею в виду... мы называем пространство. С точки зрения математики, почему бы его там пространством и не посчитать? Нет, ну да, я имею в виду, да, с точки зрения скорее физики. Да. Ну да. Да. Не, ну, между прочим, судя по всему, то, что вы описываете, это один из способов работы там, больших некоторых теоретиков, который, между прочим, вот, например, в наших широтах не очень прижился, просто потому, что у нас был другой стиль. Условно говоря, не школа Ландау, там, не школа Таума. Этот стиль не очень исповедовала. Я говорю о чем-то вроде математического такого мышления в физике, но у нас, пожалуй, Боголюбов его воплощал, но это совершенно тоже нечто другое совсем. Я, например, почувствовал у некоторых больших людей, вот, ну там, какой-нибудь Пенроуз, вот как он мыслит. Значит, это человек, который физическую задачу, ну, скажем так, проецирует, причем это проецирование в каком-то смысле, в общем, наверное, даже напоминает то, что вы сейчас описали. Проецирует на некоторое геометрическое, на некую геометрическую модель, сугубо геометрическую. И обнаруживает там какие-то вот работающие закономерности. И потом обратно непрерывным отображением эту геометрию как бы в физику переводят. Это, в общем, ну, я, наверное, очень примитивно говорю, но это стиль, который, в общем, он чисто, так сказать, ну вот, как способ познания, он достаточно особенный. Вот. И
нас так никто не Ну, делает. как отвлекаясь немножко от темы, я-то вот выдумал цирк. И, то есть написал просто цирковой номер, который призван как бы включить, при этом он с определенной степенью дурашливости исполняется, поэтому он призван включить на самом деле всех, потому что, ну, те, которые, ну, как бы, кто хипует, тот поймет, а дальше, значит, остальные скажут, что просто ух ты. И вот, а почему мы всегда так не делали, а потом придут домой и начнут баловаться перед телевизором. Меня восхитила одна девочка маленькая, которая, ей было 5 лет, и я показал ей все эти вот эти фокусы. Я показал их публично, и там было очень смешно, потому что это был публично, у меня вообще в руках был микрофон, хотя реверберации там не было, к сожалению, устроено. И вот эту модельку я бы просто сделал, прям сделал, если бы вот к этой всей этой штуке, на которой надо будет выступать, я просто вот сделал эти 2 ручки, порегулировал бы эту реверберацию, вот, и поигрался бы. Да, так вот, я этой девочке показал, как улетают эти штуки вот куда-то в пространство, эти беспредельные. Она была просто в счастье некотором. И я ей говорю, так, говорю ей, и 5 лет ей, я говорю, так, я говорю, дома можно с телевизором такое делать. Она сказала, а у нас дома по телевизору одни каналы показывают. Ну да. Вот и телевизору применение. Нет, совершенно бестолковые, бессмысленные вещи. Нет, ну на самом деле понятно, что вот этот цирк, который у меня, он как раз вертится вокруг фотоаппарата и телевизора очень. Ну да, а следующая идея записать по телевизору, например, вашу какую-то лекцию, где вы показываете вот это. Попросить девочку на этом изображении. Да, ну, дальше и глядя на это изображение, как-то вот нужные моменты. Да, слушайте, это постоянно происходит у нас. Я как не увижу, почему-то по телеку бесконечное количество вот таких бородатых, и рядом такой же стоит. А делают они совершенно разные при этом. Это вообще ужасно. Там вот еще какая штука есть, она отдельно мне сейчас вспомнилась. Есть такой славный дядечка, сейчас находящийся, кажется, не в лучшем своем состоянии, но еще живой, который называется Сеймур Пейпер. Это такой ныне, кажется, то ли американский, то ли канадский. Американский, кажется. А вообще изначально южноафриканский профессор, который поднабрался идей Пиаже и... Ну, какой-то когнитивист, да? Ну, он придумал, в частности, язык лога. Лога, который в каком-то смысле унаследовал основные свойства от Лиспа, но дополнительно приобрел некую черепашку, которая вот может жить на экране и не так рекурсивно программироваться. Почти все учителя, которые сейчас всем этим пользуются, они про рекурсию напрочь немедленно забывают, как бы, и даже и не знают, наверное, про немецкий. Вот. Я забыл, почему я о нем стал говорить. Он хороший, но я забыл, почему я стал про него говорить. Вероятно, музыка навеяла. Ну, это уж точно. Я к этой теме уже возвращались, да, я так понимаю? Какой? Нет, музыка так, немножко еще. Нет, музыка всегда неким фоном, да. Внутри нас. Музыка навеяла, это хорошо. Это хорошая метафора. Очень хорошая. Вот. Пейперт, он там у него много всего. А, вспомнил. Вот в этом пространстве, таком рекурсивном, в нем очень интересно не только играть в ладушки, или вот какие, а в нем интересно жонглировать. В нем можно, не умея жонглировать практически, из нескольких, но просто правильно задав ритм, получить очень интересную историю и очень интересную такую жонглерскую историю с подбрасыванием этих мячиков вот с каким-то как-то саморифмующимся каким-то таким манером. Интересно, наверное, было бы повесить такой шарик на веревке и заставить его качаться к телевизору и назад.
чтобы там они Ну да. из А, телевизора Они тоже. навстречу друг Ну, то есть другу. организовать продольную волну. Да. Продольная волна интересна. Вот, хотя поперечная, конечно, там очень впечатляет поперечная вот в этом всем. Там очень интересно, оказывается, играть лучами фонарей в темноте. Вот, в этом Не, ну вообще пространстве. с полевой точки зрения поперечная важнее, так сказать. Хотя для акустики давайте продольная. Для акустики, правда. Кстати, мы акустику почти не затронули, Да, а да, это да. и вообще не наука акустика, как мы помним. Вот. И акустика Номер 12. акустика сама по себе, ну это классическая шутка там с каких-нибудь заведений, где проходит акустика, которая этим людям вовсе не нужна. Вот. И то, что у музыки есть вот это воплощение, потому что на самом деле Чуть-чуть. Это достану это? ведь Давай. вся эта звуковая история, она лишь одно из воплощений того, что... Да, вот. Я думаю, что существует вопрос вообще природы музыки, но Да, тут да. мы как бы... И это, да, ну да, кипяточек Это- чуть-чуть шлепни. Вот. То есть существует, я очень извиняюсь за грубое русское слово, существует некоторый класс таких квазиизоморфизмов, которые представляют собой такой рифмы с музыкой. Вот эта музыка, вот эта музыка, вот эта музыка. Вот. Ну так, в общем, наверное, все музыка, кроме истории. Да ладно. Не, ну правда, ну подожди, но математика уже мы договорились вроде, что это... Нет, я не про все, а про то, что То есть за что всё-таки есть математика, значит, за что историю. А, Нет, за что историю? Ну, как За это? что историю? Нет, история-то аж капуста. Когда Фоменко не к ночи будет помянут, когда он говорит, что вот такие разные деятели не могут быть разными, это один и тот же человек, он в простодушии своем, я не знаю в чем на самом деле, вот, Я тоже с трудом верю часто, что это может быть всерьез. при том, что дядька-то, в общем, Нормально. Поди, Как да. математик. математик, да. Значит, это самое, когда он говорит, не могут быть это разные люди, потому что слишком много общего, это все равно, что человек ползает по листьям дерева или по складкам этой капусты и говорит, не может быть, это одна и та же шняга. В каком-то смысле он, конечно, прав. Это воплощение одной сущности. Общего-то, как правило, сколько? Ну да. Вот. И если Когда там Иоанн Креститель и какой-то богослов века II, III, Иоанн Крестценский. хорошо не Дмитрий Донской, то, что Иоанн Креститель, хорошо, что он не Дмитрий Донской, да. Да, Я вы помню. уверены, между прочим, что он не Я, Дмитрий конечно, Донской? не уверен, что он не Дмитрий Донской. Это, знаете, Он давно крестил. окончательно потерял интерес к разоблачению Фоменки, когда, разговаривая с одним коллегой, ныне уже, к сожалению, покойным, значит, просто в качестве шоу, я решил вот так вот выпендриться. Я ему говорю, слушай, вот еще, помяни мое слово, Фоменко, значит, когда-нибудь сравнит, отождествит, вернее, Александра Македонского и, значит, Моисея по принципу двурогости. Значит, на что этот самый Сергей мне говорит, так подожди, так уже? И на следующий день он мне приносит. И тут я понял, что не надо быть вообще никем, чтобы разоблачить Фоменко. Ну, да, в общем,